Всем привет! Прошел уже год и 2 месяца, как я использую Sony Alpha 7 IV в своей работе и в творчестве. И в этом видео я поделюсь не только своим опытом использования, но также и тем, как вы можете максимально раскрыть потенциал этой камеры. Если вы сразу же хотите услышать мое резюме, то это лучшая гибридная камера для съемки фото и видео по соотношению цены и качества в 2023 году. И эта камера гибрид не только в плане того, что она способна снимать и фото, и видео, но также и в том, что она содержит в себе два формата: полный кадр и кроп. Я активно использую эту камеру не только в полнокадровом режиме, но и в кроп режиме для того, чтобы увеличить фокусное расстояние своей оптики. И начну я это видео с предостережений, потому что если вы только собираетесь купить эту камеру, то вам нужно обратить внимание на две вещи. Первое — это чтобы ваша камера поддерживала Wi-Fi 5 ГГц. Это нужно для удаленной съемки в компьютер, чтобы файлы из вашей камеры прилетали в компьютер очень и очень быстро. И второй момент, на который нужно обратить внимание, это если вы хотите, чтобы в камере был русский язык, то он должен быть в ней изначально. Потому что мне очень многие пишут, что я купил себе камеру, в которой содержится там английский, китайский язык, но нет русского, как ее русифицировать. Так вот, русифицировать камеру могут только отдельные специалисты. Это непростая процедура, и как я понял, русифицировать камеру можно не со всех версий прошивки. Поэтому, если хотите, чтобы в камере был русский язык, то покупайте изначально русифицированную версию. И также у меня есть одно предостережение для тех, кто уже владеет камерой Sony Alpha 7 IV, и оно касается прошивки. Дело в том, что Sony выпустила прошивку 2.0, которая позволяет использовать Sony Alpha 7 IV с новым приложением Creator. Но дело в том, что это приложение не поддерживается в РФ, и его просто нельзя скачать. И все было бы ничего, но если вы обновите прошивку до версии 2.0, то вы также не сможете пользоваться старым приложением Sony Imaging Edge. И как я понял, это касается и мобильной версии приложения, и версии для компьютера. Поэтому, если у вас нет возможности скачать новое приложение Creator, то и не обновляйте прошивку камеры до версии 2.0. Во всем остальном это прекрасная камера, которая прошла проверку временем, и мне не терпится рассказать о всех ее возможностях. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. А начну я с того, что расскажу вам о тех видео, которые я уже снял про Sony Alpha 7 IV. Во-первых, это первый взгляд и распаковка. В этом видео я делюсь своими первыми впечатлениями и своими ожиданиями, чего я жду от этой камеры. Следующее видео, которое я снял, очень важно для всех владельцев Sony Alpha 7 IV. Это видео о том, как настроить эту камеру. И в этом видео я подробно рассказываю о всех настройках камеры, как я кастомизирую клавиши, как я перенастраиваю быстрое меню, какой формат файла я выбираю и как пользуюсь системой автофокуса, и еще очень и очень много нюансов. Поэтому, если хотите грамотно настроить Sony Alpha 7 IV, обязательно посмотрите это видео. Следующее видео, которое я снял, будет очень полезно для всех, кто собирается снимать видео на эту камеру. Оно так и называется «Как снимать видео». В нем я рассказываю про все настройки для получения самого высокого качества видео, и про форматы, и про частоту кадров, и про съемку в логарифмической гамме, и про карты памяти. И если планируете снимать видео на эту камеру, то вы знаете, какой ролик на YouTube вам нужно посмотреть первым. И это еще не все. Я рассказал также еще о двух очень крутых функциях, которые есть в камерах Sony. Первое — это Clear Image Zoom. Эта функция позволяет получить зум даже с теми объективами, в которых зума нет. Поэтому, если хотите посмотреть, как происходит эта магия, то смотрите видео Clear Image Zoom. А второе интересное видео касается функции SNQ, которая позволяет снимать замедленные и ускоренные видео. В этом видео я рассказываю о том, как получить эффектные рапиды и роскошные таймлапсы. Как видите, я уже успел снять достаточно много материала, который строится как раз вокруг Sony Alpha 7 IV. Ну и теперь давайте наконец обсудим саму камеру. Кстати, я записываю себя прямо сейчас именно на Sony Alpha 7 IV, и вы уже можете оценить качество картинки. При том, что я не использую никаких профилей, то есть просто снимаю в 8-битном режиме, 4К разрешение и все. Первое, что хочу отметить, что камера сохранила свой внешний вид спустя год и 2 месяца в первозданном виде. Я, конечно же, очень аккуратный пользователь, но все равно камера не затертая, у нее все идеально с экраном, как раз потому, что он имеет складную конструкцию. И я это очень люблю, это очень удобно. После съемки сложил экран внутрь, в камеру, и не нужно клеить никакую защитную пленку, с ним всегда все хорошо. И несмотря на то, что я очень аккуратен с техникой, все равно эта камера успела снять очень много фото и очень много видео.
и я был с ней в нескольких поездках, поэтому она успела также и попутешествовать и на Кавказ, и на север, так что она находилась не только в тепличных условиях моей домашней студии, но также много где побывала. У нее не только качество сборки хорошее, но также и функционально она меня ни разу не подводила, то есть не было какой-либо ошибки, она не глючила, все работало как по маслу всю дорогу. Единственное, что в начале, когда я начал записывать видео в 4К разрешении, камера писала ошибку о перегреве. И все из-за того, что Sony сделали какой-то странный лимит по температуре, и если переключить камеру в высокий температурный режим, то она пишет практически безлимитно. То есть в домашних условиях я записываю YouTube видео как раз бывает и по часу, и по 2 часа, и у меня скорее заполняется память, либо садится батарейка, но не предупреждение о том, что камера перегрелась. Эргономически это самое удобное из беззеркалок Sony. Сейчас точно такой же корпус имеет новая камера Sony Alpha 7R5, и получается, что две эти камеры имеют самый эргономичный корпус во всей линейке беззеркальных камер Sony. Потому что именно на этих двух моделях есть быстрый переключатель из режима фото в режим видео и в режим SNQ. А также есть отдельное колесо, на которое можно переназначить какую-либо функцию. Я, например, назначил туда цветовую температуру в кельвинах, и каждый раз, когда я прокручиваю кружок, у меня добавляется по 100 единиц Кельвина, например, 5600, 5700, 5800 и так далее. То есть я быстро могу отрегулировать цветовую температуру. Также туда можно повесить значение ISO, и тогда вы сможете быстро изменять значение ISO. И единственное преимущество в корпусе, которое есть у Sony Alpha 7R5, это то, что экран может не только полностью поворачиваться, но и отклоняться вверх и вниз, без отворота в бок. Если говорить про другие актуальные модели, то, например, в Sony Alpha 7S III есть полностью поворотный экран, но нет быстрого переключателя из режима фото в режим видео и в режим SNQ, а также вот этой переназначаемой крутилки. А если говорить о флагманской камере Sony Alpha 1, то у нее нет и полностью поворотного экрана, только наклоняемый вверх и вниз. Вот и получается, что в Sony Alpha 7 IV самый удобный корпус с эргономической точки зрения, наряду с Sony Alpha 7R5. Но также я хочу выделить один минус в эргономике, и это хват камеры, потому что любая другая полнокадровая беззеркалка, будь то Canon, будь то Nikon или Panasonic, имеет хороший мощный хват под большую руку. А в Sony, несмотря на то, что хват улучшен, и теперь туда помещаются все пальцы, и даже мизинец, который у меня выпадал в третьей версии камер, все равно хват маловат и не ощущается таким качественным и уверенным. Поэтому я, например, использую специальную площадку от SmallRig, которая, во-первых, увеличивает хват еще больше и делает камеру реально удобней, а во-вторых, он просто защищает нижнюю часть. И еще эту же площадку можно использовать как площадку для штатива. Она имеет крепление Arca-Swiss, можно не использовать отдельную штативную площадку. Поэтому я могу смело рекомендовать этот хват всем владельцам Sony Alpha 7 IV. Теперь давайте поговорим про позиционирование и сразу отметем старые модели, такие как Alpha 7 III, Alpha 7R3, Alpha 7C, Alpha 7R4. Они отличаются от Sony Alpha 7 IV тем, что у них старый процессор, старое несенсорное меню, и эти камеры намного медленнее в управлении. То есть не только количество мегапикселей там отличается между третьей и четвертой версией камер Sony, но также целое поколение. То есть все камеры, которые были до этого, можно назвать первым поколением, а Sony Alpha 7 IV вторым поколением. Ко второму поколению относятся такие камеры, как Sony Alpha 7S III, Sony Alpha 1, Sony Alpha 7R5, потому что у них новое меню, новый процессор, у этих камер улучшенная цветопередача, и в них интегрируют все самые новые фишки от Sony, в том числе и более продвинутая система автофокуса. Но даже здесь, во второй итерации беззеркальных камер Sony, Alpha 7 IV стоит особняком, потому что у нее есть такие функции, которых нет в других моделях. Например, в ней есть функция компенсации дыхания фокуса, которая убирает как раз это самое дыхание при перефокусировке, что очень важно для съемки видео. Во-вторых, у Sony Alpha 7 IV можно изменять размер RAW файла, то есть выбирать, это будет большой RAW, средний или маленький. Плюс ко всему, Alpha 7 IV можно прошивать теперь уже при помощи карты памяти, то есть закидываем прошивку на карту памяти, вставляем ее в камеру и прошиваем, тогда как все остальные камеры Sony нужно
прошивать через провод и только так устанавливать прошивку на камеру и объектив. И даже если взять новое приложение Creator, которое Sony анонсировала буквально на днях, Sony Alpha 7 IV это единственная полнокадровая камера, с которой можно использовать это новое приложение. То есть все самые новые, технологичные и крутые плюшки достаются именно Sony Alpha 7 IV. Это то, о чем я как раз говорил в самом начале, что Sony делает новое поколение камер, оно с новым меню, с новым процессором, с новой цветопередачей, с новой фокусировкой, и явно в нее будут засовывать все самое вкусное и лучшее, чтобы люди переходили на эту новую модель. Именно так и произошло. Sony Alpha 7 IV обладает теми функциями, которыми не обладает Sony Alpha 1 флагманская камера, Sony Alpha 7 III камера, которая создана специально для съемки видео. И только новые камеры, такие как Sony Alpha 7R5 или Sony FX30, начинают обзаводиться такими же функциями, как в Sony Alpha 7 IV. Но изначально все эти плюшки достаются именно Sony Alpha 7 IV. Если говорить про съемку видео, то Sony Alpha 7 IV выдает картинку такого же уровня, как камера, которая специально создана для съемки видео, это Sony Alpha 7S III и флагманская камера Sony Alpha 1. И единственное, почему вам нужно смотреть в сторону Alpha 7S III или Alpha 1, например, или Sony Alpha 7R5, это если вам нужно получать полнокадровое видео 4К со скоростью 50, 60, 100, либо 120 кадров в секунду. Потому что Sony Alpha 7 IV в полнокадровом режиме может снимать только 24, 25, либо 30 кадров в секунду. А 50 или 60 кадров в секунду она способна записывать в кроп режиме. И еще одно преимущество, которое способно дать более дорогие модели Sony, это то, что при помощи отдельного рекордера типа Ninja 5 Plus можно записывать также и ProRes RAW видео. Но все остальное у Sony Alpha 7 IV и так есть. И 10 бит, и S-Log 3, и кодек All Intro, то есть само качество видео в обычных дорожках полностью соответствует более дорогим моделям Sony и находится на самом топовом уровне. Самое интересное, что у Sony Alpha 7 IV более детализированное 4К видео, чем у Sony Alpha 7S III, потому что захват этого видео происходит из разрешения 7К и преобразуется в 4К, и вы можете увидеть это прямо сейчас. То есть видео резкое, все детали видны, качество говорит само за себя. Теперь, что касается фотосъемки. Я уже говорил, что 33 мегапикселя в Sony Alpha 7 IV это идеальная золотая середина. Это ни много и ни мало. Но если вам по какой-то причине недостаточно 33 мегапикселей, то я снял отдельное видео, в котором я показал, как вы можете из Sony Alpha 7 IV получить RAW файл размером 131 мегапиксель. То есть из этой камеры вы можете получить огромный файл разрешением 131 мегапиксель. И тогда вам хватит его для всего чего угодно. Причем речь идет не о каких-то там склейках и съемке со штатива, а именно то, что вы можете из любого RAW файла получить увеличенный RAW файл в 4 раза. Что касается шумов на фотографии, то с этой камерой я также не испытываю никаких проблем, потому что в случае, если мне не нравится картинка в плане шумов, то я использую еще одно решение, которое полностью убирает все шумы, даже если я снимаю на очень высоких значениях. Например, 3200, 6400, 12800. Те, кто давно на меня подписан, уже прекрасно знают об этом методе, и я получил очень большое количество благодарностей за это видео, поэтому если хотите эффективно бороться с шумами на своих фотографиях, то обязательно посмотрите его. Отдельного внимания заслуживает цвет в изображениях Sony Alpha 7 IV. И это касается не только фото, но и видео. Вот даже сейчас вы видите чистый хороший цвет. Особенно это касается скинтона. В предыдущих моделях в Sony Alpha 7 III, Alpha 7R III, кстати, до Sony Alpha 7 IV я использовал несколько лет Sony Alpha 7R III. И могу сказать, что там с цветопередачей все намного хуже. И это касается не только видео, но и фото. Потому что в Sony Alpha 7 IV мне намного больше нравится цвет. Это касается и общего цвета, и отдельно скинтона. И если вы думаете, что это все легко исправляется в RAW файле, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что после использования Sony Alpha 7 IV и ее RAW файлов, я также и использовал свои старые RAW файлы Sony Alpha 7R III. И это небо и земля по цветопередаче. И мне не удалось накрутить точно такой же файл по цветопередаче, как в Sony Alpha 7 IV. Потому что
что цветопередача, она относится не только к балансу белого и тинта, но также и к передаче отдельных оттенков и цветов. Нельзя сказать, что в Sony Alpha 7 IV цвета стали совсем эталонными, но это максимально хорошие цвета из камер Sony, которые я только видел, а я снимал на все камеры Sony, кроме Alpha 7R5. И мне впервые в камерах Sony стало нравиться использовать готовое JPEG изображение. Обычно я не признавал ничего кроме RAW файла, но сейчас я спокойно могу взять JPEG, он уже имеет хороший цвет, в случае чего я накидываю сверху пресет RNI All Films Pro, который я, кстати, всем рекомендую, если хотите получить интересный цвет. И я делаю это прямо поверх JPEG изображения, например, использую пленку Kodak Portra 160, и причем использую не на 100%, а процентов на 50. И все, получаю готовое красивое изображение, которое могу сразу же выложить в соцсети. Это очень удобно в тех же поездках, когда хочется сразу же поделиться красотой, берешь JPEG файл, накидываешь RNI All Films, классно смотрится, что в посте, что в сториках, и все могут насладиться той же красотой, которую ты видишь глазами. Что касается фокусировки, то в камере Sony Alpha 7 IV она такая, что после нее любая камера кажется медленной. То есть в Sony Alpha 7 IV настолько идеальный автофокус, который способен распознавать глаза людей, животных, птиц, и делать это и в фото, и в видео. То есть если у вас есть питомец, либо вы любите снимать животных, то камера Sony просто must-have для вас. И это огромный скачок по сравнению с третьей серией камер Sony, в которых автофокус уже был на очень высоком уровне, потому что там он был позаимствован от репортажной камеры Sony Alpha 9. Но даже по сравнению с этой системой автофокуса произошел большой скачок. И теперь те камеры кажутся более медленными и менее точными. Поэтому здесь я больше ничего добавить не могу, никаких проблем с автофокусом нет, но зато я могу поделиться с вами, как эффективно использовать систему автофокуса в Sony Alpha 7 IV. И я использую три способа. Первый – это по широкой зоне, просто распознавание лиц, глаз, если я снимаю людей, например. То есть у меня захватывается весь кадр, и все, в этом кадре, если есть лицо либо глаз, то камера его молниеносно находит, и никаких проблем. Идеально для съемки портрета. При этом есть удобная фишка. Например, мне нужно, чтобы камера фокусировалась не на человеке, а быстро сфокусировалась на чем-нибудь другом. И я нажимаю на джойстик прямо в центр, и камера сразу же выбирает центральную точку. Удобно в тех случаях, когда нам нужно подснять какие-то детали, и так, чтобы камера не цеплялась за лица и глаза, в принципе, за человека, а переключилась на что-то другое. Нажимаете джойстик в центр, и все, у вас появляется центральная точка. И третий способ, который я использую для автофокуса, это сенсорная фокусировка, когда я могу просто в любой части экрана ткнуть пальцем, и все. Камера переключается на ту точку, которую я выбрал на экране. Активируется сенсорная фокусировка кнопкой «Корзина», и все. Нажали корзину, включилась сенсорная фокусировка, ткнули пальцем, камера сфокусировалась туда, куда вы ткнули. Нажали на корзину еще раз, сенсорная фокусировка отключилась, и у вас обратно вернулся автофокус по широкой зоне с возможностью ткнуть в джойстик в центральную часть, чтобы активировать центральную точку. Вот и все, 3 вида автофокуса на все случаи жизни. Даже если камера у меня стоит на штативе, и я хочу сфокусироваться на микрофоне, я ткнул в сенсорный экран на микрофон, она следит за микрофоном. Причем у нее есть трекинг отслеживания, его также надо активировать в меню, и тогда даже если я буду двигать этот микрофон, она все равно будет следить именно за микрофоном. Но и это еще не все. Sony Alpha 7 IV — это первая камера, в которую добавили функцию сенсорного затвора. И эта штука делает так, что как только вы сфокусировались на чем-то, камера тут же делает кадр. Такая возможность тоже есть, так что имейте в виду. Ну а теперь давайте я покажу вам реальные кейсы применения Alpha 7 IV в разных условиях съемки. И начнем мы со студийной съемки.
студии камера показывает себя просто великолепно. Во-первых, я могу снимать дистанционно в компьютер, кадры прилетают туда молниеносно, как будто я снимаю через провод. И во-вторых, даже если я закрыл диафрагму, в Sony Alpha 7 IV добавили такую функцию привод автофокуса. И она теперь легко фокусируется даже в темных условиях съемки с закрытой диафрагмой. В предыдущих моделях Sony это было проблемой. Как только закрываешь диафрагму до значения f8, f11 и при пилотном свете невозможно сфокусироваться. С Sony Alpha 7 IV все фокусируется идеально и попадает куда нужно, все кадры в фокусе. Теперь давайте покажу вам примеры портретной съемки на улице. Здесь вообще никаких проблем, устанавливаете светосильную оптику, она красиво размывает вам задний план, а камера делает все остальное. Быстро фокусируется и выдает хороший качественный цвет. Также камера отлично себя показывает при съемке пейзажей. Из-за того, что архитектура последних матриц Sony заточена под логарифмическую гамму S-Log3 при съемке видео, то есть широкий динамический диапазон, то и RAW-файлы с этой матрицы получаются тоже с очень широким динамическим диапазоном, а это в свою очередь выдает отличный диапазон при съемке пейзажей. Ну и конечно, снимать видео на эту камеру тоже одно удовольствие. В большинстве случаев, в том числе свои выпуски на YouTube, я снимаю без логарифмической гаммы, то есть в 8-битном формате, в 4К разрешении, и все, картинка без каких-либо профилей сразу же получается такой, как вы видите ее сейчас. То есть классный, качественный, красочный. Но также на этой камере очень прикольно использовать логарифмическую гамму, снимать в 10-битном цвете. Причем на новом поколении камер Sony уже не нужно переэкспонировать снимок на 1.7 стопа. Достаточно снимать в 0, и при покраске вы уже не будете испытывать никаких проблем. Опять же, в своем видео про съемку видео я подробно рассказал, как получать хорошее качество при съемке видео. Также на эту камеру очень круто снимать предметку, потому что можно использовать сенсорный экран и сразу же получать фокус на том месте или на том объекте, на котором мы и хотим. Теперь давайте поговорим про стабилизацию. И для фотосъемки стабилизация отрабатывает отлично, она как гасит вибрации затвора, также и дрожание рук, и кадры получаются достаточно резкими даже на довольно длинных выдержках. А что касается видеосъемки, то я насчитал целых 5 видов стабилизации. Давайте загибать пальцы. Во-первых, матричная стабилизация. Во-вторых, активная стабилизация, которая называется Active Steady Shot. Она делает небольшой кроп 10%, но добавляет к матричной стабилизации еще и электронную стабилизацию, которая становится реально эффективной, и уже можно двигаться даже с камерой, все равно она будет стабилизирована. Третий вид стабилизации — это стабилизация через гироданные, по принципу, как работает GoPro. Любой видеофайл из Sony Alpha 7 IV впоследствии можно закинуть в специальную программу, которая называется Catalyst Browse, и любой видеофайл можно еще стабилизировать по гироданным, которые вшиваются в каждый видеофайл в Sony Alpha 7 IV. Очень удобная штука. Работает она даже если у вас полностью выключена любая стабилизация, если включена только матричная стабилизация, и даже если поверх матричной стабилизации у вас еще и активная стабилизация, все равно можно еще раз в Catalyst Browse стабилизировать файл, и он становится супер стабилизированным. Четвертая система стабилизации — это когда вы подсоединяете объектив к камере, который
обладает оптической стабилизацией изображения, то есть у вас уже происходит взаимодействие стабилизации на матрице камеры и стабилизации, которая находится непосредственно внутри объектива. И пятый вид стабилизации, который вы можете использовать, нужен для того, когда вы уже хотите быстро перемещаться с камерой и чтобы картинка была при этом супер стабилизированной, вы используете электронный подвес, то есть гимбал. Для съемки видео я реально наслаждаюсь этой камерой, потому что я могу просто включить себе помимо матричной стабилизации активную стабилизацию. Фокусировка у меня отслеживает то, что мне нужно. Если нужно, я ткну пальцем в какой-нибудь объект, и камера отслеживает его. Видео записывается в 4К, которое преобразуется из 7К, и я получаю отличное изображение с хорошими цветами, чего еще можно пожелать. Так что в видеосъемке я бы назвал две эти функции самыми главными, то есть активная стабилизация и возможность ткнуть пальцем и задействовать трекинг. Это супер облегчает жизнь при видеосъемке. Конечно же, одно из преимуществ заключается в том, что меню стало сенсорным, теперь навигация происходит проще, плюс оно лучше структурировано. Все равно у этого меню есть какие-то нелогичные моменты, но самое главное в камере Sony это то, что как только вы ее один раз настроили, переназначили все кнопки, настроили быстрое меню, которое вызывается при помощи кнопки Function, с этого момента вам больше не нужно залезать в меню вообще. Поэтому круто, что функций очень много, все их если один раз настроить, то камера будет работать бесподобно и у вас не будет никакой головной боли. И помните о том, что у меня есть видео с подробной настройкой камеры Sony Alpha 7 IV. Что касается видоискателя, то с ним я не испытываю вообще никаких проблем, потому что у него точно такое же разрешение, как было у меня на Sony Alpha 7R III. Поэтому я привык к такому видоискателю, и он у меня не вызывает никаких сложностей по визированию. Что касается дисплея, то к нему я был изначально настроен очень скептически, потому что его разрешение получается всего 1 000 000 точек, но как оказалось на практике, это довольно детализированный дисплей, я не знаю, как это получается, но изображение на нем отображается очень и очень хорошо. И что мне особенно нравится, что изменилось соотношение сторон, теперь дисплей здесь вытянутый, то есть примерно 16:9, в то время как все предыдущие дисплеи были что-то вроде 4:3, то есть такие более квадратные. Есть одна очень удобная фишка, которую я рекомендую. Есть такая программа Monitor Plus, которую вы можете установить на смартфон, и она как раз через Wi-Fi 5 ГГц связывается с Sony Alpha 7 IV и работает беспроводным способом, практически без какого-либо лага. И дисплей смартфона через программу Monitor Plus существенно вам облегчает съемку видео, и вы можете видеть все намного лучше, чем на небольшом дисплее фотоаппарата. Кроп-режим это вообще бомба, я пользовался, пользуюсь и буду пользоваться, потому что при съемке видео мы вообще не теряем в качестве. Что в полнокадровом, что в кроп-режиме мы получаем идеальное 4К видео. А что касается фотосъемки, то, естественно, у нас в кроп-режиме падает разрешение с 33 мегапикселей до 14. Для соцсетей, например, нужен всего 1-2 мегапикселя, и поэтому вполне достаточно этих 14 мегапикселей. Зато таким образом мы можем увеличить фокусное расстояние и сделать кадр чуть более интересным. У этой камеры есть абсолютно все необходимые интерфейсы, как проводные, так и беспроводные. Во-первых, разъем под микрофон-наушники. Во-вторых, разъем USB Type-C, через который камеру можно заряжать в то время, пока она записывает, через которую можно подключить ее и использовать как веб-камеру, что я очень активно использовал при своих онлайн-консультациях. То есть я просто подключал камеру к компьютеру, компьютер определял ее как веб-камеру, и все. Собеседник меня видит с полнокадровой матрицей, с обалденным изображением и слышит через микрофон, который я использовал, как раз воткнув его во вход под микрофон. То есть, по сути, это самая лучшая на земле веб-камера. Собеседник меня отлично слышит и удивляется тому, как вообще возможно получить такое качество изображения. Потому что выглядит такое изображение вот ровно так же, как вы видите меня сейчас. Представляете, вам кто-то звонит по Zoom, и вы видите вот такое изображение. Конечно же, вы сразу же его оцените. Дальше у нас есть полноценный HDMI разъем, через который можно камеру подключить
к монитору или к телевизору. Я, например, использовал HDMI разъем во время своего выступления в Санкт-Петербурге, как раз для того, чтобы показать функционал Sony Alpha 7 IV. Также здесь есть два скоростных входа под карты памяти SD. Карты памяти лучше использовать SD UHS 2 со скоростью V60 либо V90. И, наконец, вишенка на торте — это разъем, который находится в горячем башмаке. Мультиинтерфейсный разъем, то есть там есть свои контакты, через которые туда можно подключить беспроводной микрофон. Тоже очень классная вещь. У Sony есть обалденная пушка-микрофон, которая беспроводная, то есть просто вставили ее в горячий башмак, и она оттуда же берет сигнал, и также этот микрофон берет оттуда питание. То есть микрофону не нужна батарейка, его не нужно заряжать, он питается от этого разъема и передает сигнал через этот разъем. И также в этом микрофоне есть шумоподавление. То есть вообще 3 супер удобных фишки в одном микрофоне, который подключается как раз благодаря этому мультиинтерфейсному разъему. Я назвал мультиинтерфейсный разъем как раз вишенкой на торте, но настоящей вишенкой является Wi-Fi. Это как раз то, о чем я говорил в самом начале, что нужно обязательно проследить, чтобы в этой камере был Wi-Fi 5 ГГц, потому что для некоторых стран оставляют версии только 2,4 ГГц. Так вот, что дает этот Wi-Fi? Это когда я снимаю в компьютер, например, при съемке в студии, и без какого-либо провода кадры прилетают в компьютер, все вокруг удивляются, и для меня, для человека, который снимает в студии, эта функция очень и очень важна. Это как раз то, ради чего я был готов поменять камеру сразу, то есть только ради того, чтобы файлы сразу прилетали в компьютер. У меня уже несколько раз было так, что работники в студиях очень удивлялись тому, что я не использую провод, а у меня файлы все равно прилетают прямо максимально быстро. На самом деле мне практически всегда на любой съемке хватает одного аккумулятора, но у меня про запас всегда имеется еще 2 аккумулятора с собой в рюкзаке, поэтому я так и так всегда спокоен, и на самом деле это прямо исключение из правил, чтобы я достал второй аккумулятор. Но для подстраховки и для собственного спокойствия я рекомендую вам иметь всегда с собой второй аккумулятор. Несмотря на то, что у вас всегда есть возможность подключить камеру к USB Type-C и заряжать ее, например, через Powerbank. Поэтому один аккумулятор хорошо, а 2 лучше. Какой вывод хочу сделать по камере? Во-первых, вы должны знать, что по качеству изображения примерно все беззеркальные камеры полнокадровые сейчас похожи. Что Nikon, что Canon, что Sony дадут примерно одинаковую картинку. Sony берет именно своим функционалом, то есть какими-то продвинутыми фишками, потому что Sony первая запрыгнула в эту беззеркальную гонку и, соответственно, наработала себе уже много технологий. Это касается и того, что я уже перечислил, но и, например, таких функций, как, например, во время видео я могу включить сглаживание кожи, и все. Если вы снимаете какую-нибудь девушку, включили эту функцию, у нее сразу же в режиме реального времени сглаживается кожа, как будто ее отретушировали. Только это не на фото, а на видео. И на самом деле очень многие мне за эту функцию благодарны. А некоторые мои постоянные клиенты настолько привыкли к этой функции, что уже до съемки меня спрашивают: а ты не забыл включить эту функцию? Потому что она работает круто и деликатно. И это одна из тех маленьких фишек, которые выделяют как раз Sony среди других. Второй момент, который выделяет Sony Alpha 7 IV, это количество оптики, которая выпущена для байонета Sony E. Вы можете использовать на этой камере как полнокадровые объективы, так и кроп-объективы, потому что у Sony единый байонет. И можно использовать объективы любого производителя. Это может быть Sigma, Tamron, как раз те компании, для которых Canon и Nikon, например, не открывают свои протоколы, и, соответственно, Sigma и Tamron не выпускают объективов под байонет Nikon или Canon. И здесь они, конечно, сами виноваты, обрубают себе очень хорошую оптику, потому что Sigma, что Tamron выпускают очень и очень интересные модели объективов, которые делают как раз более привлекательной систему Sony. Ну и что выделяет Alpha 7 IV среди беззеркалок Sony конкретно, так это то, что ее нафаршировали всеми примочками, которых даже нет во флагманских моделях. То есть это максимально сбалансированная камера за свои деньги в линейке Sony на данный момент. Поэтому я могу смело рекомендовать эту камеру всем любителям, профессионалам, новичкам. Она облегчит вашу жизнь. И по большому счету на эту камеру можно снять все, что угодно. И если не получается что-то снять, то это явно недостаток скилла, а не недостаток камеры. Настолько эта камера продвинутая.
Конечно же, не стоит забывать про сегментацию, потому что я говорю сейчас конкретно про полнокадровый диапазон. Если бы я, например, хотел более высокое качество фото, то выше Sony Alpha 7 IV не какой-нибудь там Canon или Nikon или Panasonic, а, например, среднеформатная камера типа Fuji GFX 100, либо Hasselblad X1D, X2D, то есть более высокий уровень системы, в которой уже большая матрица, более точная оптика и другие возможности системы в целом. Или если бы я, например, был именно видеографом, режиссером, то я бы предпочел какие-то другие более видеонаправленные решения, например, Red Komodo, либо Canon C70 или Arri Super 35, либо Sony FX6, у которой есть встроенные ND-фильтры. То есть те камеры, которые в видеонаправлении способны мне дать куда больше, чем Sony Alpha 7 IV. Например, широченный динамический диапазон, как в Canon C70, либо глобальный затвор, как в Red Komodo, чтобы у меня не было роллинг-шаттера. Это одна из проблем Sony Alpha 7 IV, потому что при резких передвижениях камеры будет образовываться желе, которое будет искажать кадр. К слову, я за все время использования Alpha 7 IV ни разу не сталкивался с роллинг-шаттером. То есть, да, об этом все говорят, на тестах все камеру дергают и у нее появляется этот эффект желе, но в реальном использовании при нормальной съемке оно ни разу у меня не появлялось. Так что все, как и всегда, сводится к реальному использованию камеры. Ну а если вам нужен идеальный гибрид, который полностью сбалансирован, на который вышло уже несколько версий прошивок, которые добавили туда новые функции, который способен записывать достойные видео и делать красивые фотографии, то вот перед вами идеальный гибрид. По соотношению цена-качество в 2023 году точно я буду использовать эту камеру. Она остается моей главной рабочей лошадкой, особенно для коммерческой съемки, где мне важна скорость всего. Например, мне некогда возиться с автофокусом, мне нужно получить быстрый автофокус, все кадры в резкости. И то же самое касается съемки видео, где нужно на лету, прямо с рук получить отличное качество картинки. Камера отлично подходит для этих задач. И, конечно же, я продолжу снимать все свои YouTube-выпуски именно на Sony Alpha 7 IV, потому что за последний год все видео, которые выходили, сняты на эту камеру. И качество этих видео просто превосходное. А вот для всего остального уже существуют какие-то дополнительные камеры. То есть Sony Alpha 7 IV это рабочая лошадка, вдобавок к ней можно взять какую-то пленочную камеру для художественной творческой фотографии, среднеформатную камеру, чтобы получить какой-то более высокий тональный диапазон, но точно не такую же скорость. Вот таким получилось мое видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И всего вам доброго!